Друзья мои, здравствуйте! С вами Дина и канал «Коллекция рецептов». Наверняка многие из вас слышали о такой закуске средиземноморской кухни, как вяленые помидоры. Их смело можно отнести к разряду деликатесов. Сегодня я покажу, как приготовить вяленые томаты в домашних условиях и расскажу, с чем их едят и куда добавляют. Чтобы максимально приблизиться к классическому итальянскому рецепту приготовления вяленых томатов, особое внимание стоит уделить выбору самих помидоров. В идеале это должны быть сливовидные, спелые, не сильно крупные, мясистые помидоры, хотя вялить можно абсолютно любые. Итак, приступим. Помидоры необходимо помыть и обсушить. Разрезаем томаты пополам и удаляем плодоножки. Существует два варианта приготовления вяленых томатов. Мякоть можно удалить чайной ложкой и оставить вот такие лодочки. Но по своему опыту скажу, что вяленые помидоры с мякотью имеют более насыщенный вкус, хоть и сушатся гораздо дольше. Выбирать вам. Мякоть я удалять не буду и оставлю помидорчики как есть. Мелкие плоды разрезаем пополам, а крупные на 4 части. Так дольки высохнут гораздо быстрее. В Италии помидоры вялят на солнце, но это очень длительный процесс и подходит не всем. Раньше я вялила томаты в духовке, что тоже было не совсем удобно из-за ограниченного количества противней и необходимости постоянного контроля. Но самый лучший способ вялить помидоры – использовать сушилку или, как ее еще называют, дегидратор. Итак, все помидоры подготовлены, и сейчас раскладываем их на решетке дегидратора срезом вверх. Укладываем довольно плотно, так как при сушке они значительно уменьшатся. Присыпаем половинки помидоров солью, в первую очередь для того, чтобы вытянуть из томатов лишнюю влагу, придать им вкус, да и к тому же соль оберегает наш продукт от порчи. И совсем немного присыпаем сахаром для более яркого вкуса, даже если помидоры сладкие. Иногда на этом этапе томаты присыпают специями и пряностями. Я этого не делаю, так как при сушке специи существенно теряют свой аромат. Подобным образом укладываем на решетки все помидоры. Вялить томаты будем в дегидраторе Dream Vitamin от компании Raw Meat. Преимущество использования дегидратора для сушки и вяления различных продуктов в том, что процесс проходит без вашего участия. Можно задать нужную температуру и время, нет необходимости менять решетки местами для более равномерной сушки. И самое главное, что есть возможность одновременно закладывать большое количество продуктов. В моем случае я разместила 5 килограммов помидоров на 5 решетках, которые установила через ярус. Хотя при необходимости можно установить и все 10. Закрываем дегидратор крышкой, задаем температуру и время. Устанавливаем предварительно 12 часов сушки при температуре 70 градусов. Как я уже говорила, процесс сушки в дегидраторе не требует к себе особого внимания, а поскольку помидоры сушатся довольно долго, то их можно смело заложить на ночь, что я и сделала. На следующий день достаем из дегидратора готовые вяленые томаты. В зависимости от размера помидоров и их сочности, процесс сушки может занять от 9 до 15 часов при температуре 70 градусов. При необходимости добавьте дополнительное время, но помните, что нам нужны вяленые, а не сушеные помидоры. Поэтому сильно высушивать их не надо. Они должны быть не ломкими, легко гнуться, быть мягкими, но не мокрыми и при нажатии не выделять сок. Давайте снимем помидоры с решеток и взвесим их. В итоге из 5 килограммов свежих у меня получилось 850 граммов вяленых томатов. Вот для сравнения, какие они были изначально и какие должны получиться. Готовые вяленые томаты будем укладывать в чистые и обязательно сухие баночки. Я возьму 2 банки и приготовлю одну со свежим чесноком, нарезанным дольками, а другую с сушеным чесноком. Также нам понадобятся прованские травы. В баночку выкладываем послойно нарезанный чеснок, щепотку итальянских трав и вяленые помидоры. Опять немного чеснока, пряных трав и помидоры. Прованские травы можно использовать готовые. Они продаются в виде смесей или по отдельности на ваше усмотрение, такие как базилик, майоран, розмарин, тимьян, орегано, шалфей, мяту и другие. Вот так я уложила баночку со свежим чесноком. И сейчас проделаем все то же самое, только с сушеным.
Баночки с вялеными помидорами подготовлены, и теперь остается залить их маслом. В Италии традиционно заливают вяленые томаты оливковым маслом первого холодного отжима. Но по опыту скажу, что при хранении в холодильнике такое масло застывает, да и вкус у него на любителя. Поэтому я буду заливать подсолнечным рафинированным маслом. Заливать можно и холодным маслом, но при заливке горячим, но не кипящим маслом, как в моем случае, такие томаты лучше хранятся, не подвержены брожению, усиливается вкус и аромат специй и пряностей, и при этом происходит процесс пастеризации. Заливаем баночки до самого верха так, чтобы помидоры были полностью им покрыты. Закрываем крышками и даем им остыть. Через 2-3 дня количество масла в баночках сократится, так как оно хорошо впитается в помидоры и нужно будет добавить его доверху. Остывшие баночки я храню в холодильнике. Этот деликатес может храниться как минимум до следующего сезона, а то и несколько лет. Но это настолько вкусная закуска, что съедается гораздо быстрее. В лучшем случае доживает до Нового года. Готовые вяленые томаты используют в салатах, подают к мясу, котлетам и рыбе. Вяленые помидоры добавляют в пиццу, пасту и даже выпечку. А самый простой способ применения такой потрясающей закуски – это уложить дольки вяленых томатов на кусочек свежего хлебушка с мягким сыром. Невероятно ароматное масло от вяленых томатов чаще всего используют в качестве соусов и заправок к салатам и закускам. Желаю вкусных заготовок и приятного аппетита! А если вас заинтересовал дегидратор, то у меня на канале есть видео с полным обзором этого устройства, где я показываю, как его использовать и что еще можно в нем заготовить. Ссылочку оставлю в описании. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк. Я буду рада, если вы поделитесь этим видео и напишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube канал «Коллекция рецептов» и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть плейлист «Заготовки и консервация», где вы найдете и другие рецепты на зиму. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.